Так, лайк уже есть. Так, а я не могу себе лайк поставить, да? Ну ладно. Так, ждем первых зрителей для того, чтобы проверить звук, что меня слышно, меня видно, и уже дальше от этого будем плясать. Привет, кто уже присоединился, напиши, пожалуйста, в чате, кто ты и слышно ли меня, как звук, есть ли он вообще. Потому что я сегодня проверяла, и а, приветик, приветик. О, хорошо, супер. Света, да. У меня почему-то сейчас показывает, что никого нет в чате, никого нет. Вот. Но слава богу, что есть. Это хорошо. Я очень рада, а то я как раз думала, лучше я заранее выйду в эфир и узнаю, что со звуком все прекрасно, и мы можем начинать. Тогда сейчас подождем ребят, которые должны подойти в 8, и начнем, в общем-то, нашу беседу. Супер, Света. Это здорово, да. В общем, давайте так. Сейчас я пока включаю фоновую джазовую музычку. Мы послушаем. Берите водичку, чаек, присаживайтесь поудобнее. Будет беседа у нас с вами. Я думаю, что очень полезная, информативная для вас. Сегодня мы с вами обсудим не только, я так скажем, даже не то чтобы дальнейшие планы, сколько сколько вообще в целом мы попробуем многое. И попоем, и я спою вам. И давайте сейчас тогда, наверное, немножечко подождем, пока все присоединяются. А я включаю музон. Так, куда у меня делось? Так, Света, здорово. Включаю музычку. Battery 90%. Connected to Honor 8X. Ждем-с. Так, а кто у меня здесь есть в чате? Хорошо музыку джазовую слышно, фоновую? Не громко? О, класс, Света. Мне так это нужна эта обратная связь, чтобы понимать, потому что я вообще не представляю, как это сейчас все там в балансе выстроено, да. Я пыталась уже, кстати, сегодня, чтобы понять, как настроить стрим, чтобы и музыка была комфортная по громкости, и микрофон был комфортный. Сейчас скажу по этот вопрос про Ларису Долину. Слышу? Так что это я не подготовилась артикуляционно. И забыла, что хотела сказать. Да, такое бывает, когда я уже увидела новый вопрос. Ладно, давайте тогда, если это важный вопрос, то я его вспомню. Лариса Долина. Мне очень нравится Лариса Долина, ее джазовая программа. Лариса Долина вообще, она поет все абсолютно, да. Но так как она очень любит джаз, у нее есть джазовые программы с Игорем Бутманом, я вот сторонница этого ее творчества, этой стороны. Кстати, сейчас Лариса Долина, она является заведующей кафедры института Московский, МГИК, это как у нас, Московский государственный институт культуры. То есть она там главная на кафедре.
Я очень хорошо отношусь к Ларисе Долиной. А как вы, Света, относитесь? Давайте уж тогда так пообщаемся, пока ждем всех. Кто присоединился, сразу пишите в чат. Сразу пишите в чат, будем знать, когда можем начинать. Ну, начну я, наверное, ребят, в 8, да, обсуждение наше. Ну и, в общем-то, саму трансляцию, не трансляцию, а тему нашей трансляции сегодняшней. Пишите в чат. О, привет. Александр, да? Александр, насколько я помню. Света, вот видите как? Мы с вами... Ну, это очевидно, в принципе. Это очевидно, что Лариса Долина – это ярчайшая фигура на нашей эстраде, уникальная тоже, да, и уже столько много лет несущая этот самый свет нам со сцены. Да, у нее разная программа, да, у нее разные песни. Опять же, наверное, те популярные песни, которые вот в свое время пела Лариса Долина, сейчас можно сказать, что это такая уже классическая эстрада. «Погода в доме», «Три розы», да, вот то, что помните. Вот. Но, тем не менее, это все равно была популярная музыка, не джазовая. А вообще, я ее, конечно, со стороны джазовой музыки очень уважаю. Так что так. Александр, как дела? Рассказывайте. Вы, я так понимаю, хотели чуть-чуть пораньше, чтобы стрим начинался. Как вам, кстати, фоновая музыка? Пишите в чате. Так, ладно, пока у нас собирается трансляция, участники, я еще проверю, что у меня все точно, ничего не пропало здесь. Так, я вижу. F20. Ага, хорошо. Александр, почему у вас такое имя? Это, я так понимаю, что зашифрованное, да? Ну-ка, дайте посмотрю. ДСР. Что это? ДСР. Не знаю. В общем-то, фамилию указали, а как вас зовут? Где Самат, интересно, и Павел. Павел, я так понимаю, что к 8 будет, вещал. А Самат, я думаю, тоже. Там с Казахстаном, с Кыргызстаном. С Кыргызстаном у нас сколько часов разница? Там, скорее всего, уже позднее время, поэтому, возможно, присоединиться ненадолго. Кстати, хочу сказать, да, что сегодня у нас стрим недолгий. Сегодня я всего лишь час проведу. Я знаю, что трансляции ведутся достаточно долгие. Там и по 3 часа может быть стрим, да, я знаю. Но так как дело в том, что для меня это, наверное, не то чтобы первый опыт ведения стрима, я уже проводила когда-то, когда у меня YouTube-канал только-только, вот я его еще начала развивать, и очень сильно переживала потому, что я провожу трансляцию, а никто не приходит. И в какой-то момент я просто решила, что ладно, пока не буду проводить трансляцию. И когда вы уже сами мне написали, что пора бы трансляцию, я так думаю, ну, значит, время наступило. Так, и долгая история. Ясно. Ну да, такое бывает. Бывает, что вроде бы уже сделали, и все. Привет, друзья. Ура, Павел здесь, да? Павел здесь. Супер, Питер на связи. Ребята, кстати, хочу сказать, что я тут сижу, решила не убирать фон свой. Это вот мой хромакей, на который я все время ставлю разную картинку, как вы знаете, да, когда я делаю видео новое, всегда ставлю новую картинку, новый фон, вот благодаря этому хромакею.
Я сначала хотела что-то такое придумать, тоже, может быть, как-то прямо в эфире сделать фон другой, но не разобралась, честно говоря, как это делается, и решила, думаю, ладно, оденусь сама в светлое, буду на зеленом фоне. Я думаю, что пусть будет такая, знаете, немножечко кухонька у нас тут, да? Вот. Так, все. Ну, смотрите, у нас ровно 8 вечера, и мы, пожалуй, начинаем общаться уже, собственно, по делу, да, чуть-чуть музыку потише сделаю. Ребята, я очень рада, что у нас состоится первая, так скажем, трансляция, хоть я уже и сказала, что она не первая, да, но учитывая то, что первые опыты, как правило, бывают такие, будем считать, что это первая трансляция. Кстати, первые мои самые трансляции я проводила как уроки вокала, да, урок вокала в прямом эфире. Но мы с вами сейчас уже ориентируемся на то, что у меня на канале не уроки вокала, а реакции, да. И вот в связи с этим я хочу сегодня с вами поговорить, чтобы вы мне тоже сказали свое мнение и какие-то свои, может быть, идеи покидали в плане расширения базы артистов, которые мы будем с вами смотреть. Я прекрасно понимаю, что вы заходите смотреть на мой канал реакции именно на своих любимых артистов. Диана Анкудинова, которую я просто обожаю, Димаша, Данелию Тулешеву, вот я кого еще делала, Нилетто, да, и еще у меня были другие артисты. Алиса Супронова, да, тоже мне очень нравится Алиса Супронова. Хочу также делать, обязательно продолжать. Так, что-то у меня тут выскочило. Мне бы хотелось еще, знаете, чтобы вы покидали прям, может быть, для меня пока неизвестных имен. Можете в чате, можете потом под трансляцией в комментариях оставить, чтобы... Я понимаю, что сейчас я больше всего поддерживаю, конечно, нашу любимую Дианочку, потому что ей как никогда нужна эта поддержка. Сейчас ее со всех и НТВ продвигает, и на YouTube-канале, и вообще у нее такой подъем идет, да, и хотелось бы ее поддержать. Но тем не менее, учитывая, что раз в неделю я сейчас смотрю Диану, а дальше планирую все-таки, чтобы у нас второй день был какой-то другой артист, да, я обязательно продолжу делать всех артистов, которых уже делала, но, может быть, еще расширю, так скажем, палитру, чтобы было интересно и чтобы было разнообразно, да, потому что понятное дело, что мы любим Диану, любим Димаша, любим Данелию, хочется их поддерживать, но замыкаться только на них, к сожалению, ну, наверное, будет не очень, так скажем, интересно для всех, вот. Я думаю, что я вот правильно сказала. Давайте сейчас почитаю комментарий, да, Орлеана. Это моя распевочка, я так понимаю, Павел, да? Орлеана. Кстати, на фоновой музыке странно звучит. Так, образовательные видео. Так, образовательные видео. Так, что-то такое интересное я пока не знаю про Рамина. Это, наверное, тоже блогер, да? Серж, смотрите, кидайте абсолютно вот даже каких-то артистов, которых, ну, я могу не знать, но они вам нравятся. Да, то есть я буду сама смотреть, искать вот по предложенному вами списку. Я, конечно, буду и сама ресерчить интернет, но тем не менее хотелось бы оттолкнуться от вас, от ваших уже каких-то предпочтений, каких-то знаний, да, в этой области. Так, академично скажу. Вот. Хотелось бы, чтобы, конечно, вы как раз давали именно список тех артистов, которые вам нравятся, да, а там уже дальше будем решать, продолжать, не продолжать. В общем, кидайте все кого хотите смотреть, да, на моем канале. Если не ошибся. Ага. Так, Пьер Арон. Ага. Так, Варвара Визбор. Ага. Интересные какие у вас имена. Я, честно говоря, даже не слышала. Варвара Визбор, например, да? Ладно. Ребят, смотрите, давайте сегодня вот что обсудим. У нас, смотрите, еще на повестке дня такая
тема, как смена названия моего канала. Я уже давно провела опрос у вас, да, вы уже думаете, я, наверное, и забыла, что надо канал как-то переименовать. На самом деле я не забыла. Дело в том, что у меня тут с каналом были небольшие проблемки, и я решала вот эти проблемки. Там не с авторскими правами ничего, как у меня бывает, да, видео блокируют, а из-за того, что, ну, в общем, там ладно, не буду в эту техническую часть уходить, поэтому я немножечко как бы отодвинула вот этот момент, что поменять канал и поменять название канала. И вот смотрите, сейчас хочу зайти вот в наше сообщество, да, сказать, вы, наверное, уже видели, что проголосовало 157 активных зрителей, и 81% зрителей проголосовали за первое название Орлеана большими буквами, реакции преподавателя вокала. И вторые два названия, я честно, вот мне тоже так кажется, что они звучат, ну, так, хуже, да, может быть, не совсем. А вот первое название мне понравилось, и мне понравилось, что большинство проголосовало за него. Я думаю, что как раз-таки вот на этом мы тогда и остановимся, да, и в скором времени, прям не пугайтесь, хотя что пугаться, да, скоро вот мой канал переименуется в это название, и уже будете меня находить. Но я думаю, что по названию «Уроки вокала» все равно можно будет найти, хотя вы подписаны, находить меня не нужно, просто если вдруг будете там кому-то что-то говорить, да, то канал называется теперь вот как первый вариант «Орлеана. Реакции преподавателя вокала». И еще, смотря на опросы, почему, собственно, я решила перейти полностью на реакции. Ну, единственное, я, конечно, оставлю немного уроков вокала. Сейчас скажу, в каком формате, да. На реакции я перешла просто потому, что их интереснее смотреть, как оказалось, зрителям на моем канале. И представляете, целых 96% проголосовавших проголосовали за реакции на вокалистов. И только 4% хотят видеть уроки вокала. Совсем уходить от уроков я тоже не буду. Иногда где-то что-то буду кидать, какой-то урок. Либо на стримах, ребята, прямо, да, мы будем включать некоторые элементы уроков вокала. Ну, вот как сегодня я хочу с вами немножечко попробовать. И поэтому уроки вокала тоже будут актуальны, но, пожалуй, это будет как такая вот просто легкое дополнение, да. Основа, конечно, у нас теперь будет реакции. Так, это я вам сказала. Дальше, смотрите, что у нас еще было по опросам, тоже скажу, да. Так, ну вот здесь все хорошо. По поводу, почему мои видео... Вот я заметила такую тенденцию, что сейчас на моем канале набирает больше просмотров видео с Дианой Анкудиновой, да, моих реакций на Диану Анкудинову. И я также провела опрос и поняла, что все-таки это все объяснимо, да, и на канале в основном находятся поклонники Дианы Анкудиновой. Конечно, хотелось бы, чтобы канал и видео, которые будут выходить, поддерживали и других артистов. Вот я так понимаю, что Димаша меня смотрят, но почему-то сейчас эти видео не набирают просмотры, и меня это, конечно, очень печалит. Ну, если так, то, наверное, может быть, просто делать уже меньше этих видео, да, это я понимаю прекрасно. Меня очень, ребята, радует, что всего лишь 2% проголосовавших проголосовали за ответ, что видео плохие. Кстати, напишите в чате, как вы вообще... Ну, я думаю, что вы пришли смотреть мою трансляцию, вы ко мне уже привыкли и, наверное, лояльны, поэтому, скорее всего, вы не скажете, что мои видео плохие. Если бы мои видео были плохими настолько, вы бы, наверное, просто их даже и не смотрели. Вот. Мне очень приятно, что всего лишь 2%, да, за этот такой неприятный вариант ответа проголосовал. Также 24% респондентов ответили, что надоело смотреть реакции на Димаша, что тоже, опять же, наводит на определенные мысли, да. Так, ну и неинтересный разбор видео с вокалом Данелли 5%. Ну, это я уже просто, честно говоря, не знала, что такое написать, но 5% проголосовали, что это неинтересный разбор. Ну, будем иметь в виду. Хорошо. Так, что я еще сказала? Все, основные моменты я проговорила по нашим, да, делам. Значит, что?
продолжим делать, обязательно я продолжу обзоры видео Дианы на шоу Must Go On. Кстати, ребята, сейчас у меня пока что, я застопорилась вот с этим, да, капельку, потому что у меня есть видео, которые я уже сняла, и они немного задержались, так скажем, не смонтированы еще. Например, я уже сняла видео «Бах творит» Дианы Анкудиновой, и не знаю, когда мне его выпустить. Поэтому я жду того момента, когда... Вообще, я хотела его после шоу Must Go On выпустить, но поняла, что он уже, может быть, будет не такой актуален, да, вот это видео. Вот поэтому я решила, что сейчас выпущу, а потом чуть-чуть попозже тогда досмотрю уже видео с шоу Must Go On с Дианочки. Так, давайте я почитаю чат, что вы мне здесь пишете, да? Так, а что у меня там с фоном-то случилось? Так. Предпочтение массы. Свет, это прекрасно. Пишите все, пишите все. Я даже себе сегодня какие-то на листочке пометки сделаю, чтобы уже что-то накидывать себе в контент-план. Так, очень интересное попадание в нотки. Ага, вот, видите, как интересно, Варвара Висбор. Я такую не знаю, буду смотреть. Ага. Что случилось с фоном? Хороший вопрос. Только что, ребят, сказала, что фон у меня сегодня хромакей. Просто хромакей, причем такой, знаете, самодельный, да, я пробовала профессиональный хромакей, но почему-то он у меня какие-то странные блики дает. Я даже не знаю почему, пришлось мне вот что-то такое из подручных средств сделать, и это самый лучший хромакей, который я пробовала. Вот, поэтому мы сегодня с вами немножко как будто на кухне сидим, ребята, общаемся, да, все неофициально, вот, такие, просто я слушаю ваши какие-то комментарии, отвечаю на них. Мне вот важна сейчас максимально от вас эта обратная связь, чтобы самой по истечении нашего сегодняшнего не вебинара, господи, трансляции, я понимала, как мы будем дальше двигаться. Да, мы сейчас, конечно же, я раз в неделю буду выкладывать обязательно видео с разбором вокала Дианы, с реакцией на Диану, да, пока вот ей нужна вот эта вот поддержка максимальная. Вот. Ну и раз в неделю буду какого-то другого артиста смотреть. Значит, что с фоном сказала? Что у Джеффа самый низкий бас. Кстати, да, Павел, вы же мне кидали это видео, да, с басом Джеффа. Я посмотрела, я была просто в шоке. Я была тогда, мне было так грустно от того, что я не записала реакцию. Вы просто представляете? Мне даже бывает, вы сейчас мне кидаете какие-то ссылки, я понимаю, что я не успею посмотреть, а если посмотрю и не запишу реакцию, я просто расстроюсь из-за этого, понимаете? Это какая-то просто, я не знаю, я так тогда расстроилась, мне понравилось это видео, я думаю, надо было писать реакцию, чё ж я вообще вот, ну, вот. И, в общем, я сейчас очень так, знаете, аккуратненько смотрю видео, которые вы мне присылаете, потому что надеюсь, что я на них запишу реакции. Так, я согласна, что, может быть, ну, понимаете, Павел, он поет басом, но когда он начинает петь тенором, я уже думаю, господи, что это за голос? То есть вот там такие низкие ноты, но потом он берет просто и поет миксом высоким. Вот как? Вот как это можно объяснить? Я даже не знаю. Кстати, да, это хорошая идея, Павел. Я обязательно от Джеффа сделаю реакцию. Супер. Это прямо я записала уже себе на долговременную память. Так. Света, да, обязательно гляньте. О, Pentatonix, мои любимые, обязательно. Home Free, не знаю таких артистов. Интересно, интересно. Pentatonix обязательно надо, да. Это просто супер ансамбль. Орлеанна. Ой, Светлана, спасибо, это так приятно. Вы знаете, я, честно говоря, когда ютубом стала заниматься, у меня совершенно какие-то противоположные ощущения, потому что как могут и захейтить, так и похвалить, и тут совершенно я даже не знаю, за что зацепиться. Нет, я, конечно, в любом случае зацепляюсь за то, что вы мне пишете, что все хорошо, все прекрасно, вот, но когда приходят, я понимаю, что совершенно неадекватные какие-то комментарии, я думаю, а может быть, в этом тоже есть какая-то правда? Поэтому вы мне все равно пишите с какой-то критической точки зрения, если вам что-то, например, кажется там, что-то можно улучшить, да, то я всегда принимаю конструктивную критику, мне она просто необходима. Потому что я делаю сейчас все сама, мне никто не помогает, да, я все значки, все
монтажи, все делаю сама. И мне вот интересно, смогу ли я вообще хоть что-то интересное дальше развить из этого. И, кстати, я могу сказать, что меня очень радует тот момент, что когда я листаю свой канал и просматриваю первоначальные видео, которые я начинала делать, и какие они сейчас по даже чисто по дизайну, по окраске, то я понимаю, что я все-таки расту, делая вот это вот, набивая руку, я постоянно делаю лучше и лучше, меня это тоже очень сильно радует. Спасибо огромное, ребята. Так, Дина Валис, обязательно. Павел, я уже видела, да, обязательно сделаю. Так, Дина, угу. Так, а Полина, подружка это... Полина, ага, что за подружка? Светла, что за подружка? Я пропустила, и сейчас не вижу уже чат. Так, ого, ничего себе, вы уже, значит, профессиональный, Света, да? Вы уже у Димы Сонора работаете, здорово, хорошо. О, а я мудродак. Прекрасно, так вы все ютуберы тут такие продвинутые, да, собрались у меня? Хорошо, полный респект. Дима вообще, кстати, да, мне тоже очень нравится его видео, я тоже иногда натыкаюсь. Я вот, кстати, вот кого я смотрю, вам признаюсь, да, вот Диму Сонор смотрю и смотрю Сашу Манчука. Мне прям вот они очень нравятся. Также я смотрю по преподавателей вокала, но все-таки они уже так, они чисто по урокам вокала идут. Это Саша Стройцева, вот Марго Соловей, да, которую вы видели у меня на канале, последнее видео. Правда, оно не зашло. Ну, я так и предполагала, что, скорее всего, не зайдет. Ну, ладно, это был эксперимент. Вот, я смотрю, мне очень нравится, кстати, видео Саши Манчука. Я вот от него тоже вдохновляюсь. Юные дарования прекрасно. Света, можно, я не знаю, от чего оттолкнуться? Может быть, от голоса оттолкнуться, от детского? Он же сейчас взрослый голос идет, да? Может быть, от детского идти? Либо «Ты супер» идет проект еще? Можно, можно. Покидайте прямо имена, которые вот вам хотелось бы, так скажем, мое мнение какое-то, да, услышать. Так. Угу. О, Александр, да, это тоже, кстати, идея насчет реакции со второго прослушивания, да. Я заметила тогда, помните, да, вот этот момент, я Диану уже посмотрела. Я тогда посмотрела Диану «Ой, то не вечер» с телевизора, вместе с мамой мы смотрели этот выпуск, а потом я решила, ну, хоть видела записать реакцию, и мне показалось, что я даже больше услышала со второго раза. Может быть, я тогда и на Джеффа запишу реакцию, так что все нормально, ничего не упускается. Дарк канал так и называется, ага. Так, Самат к нам присоединился. Самат, привет. Супер. Так. Угу. Всем привет, ребята. Home Free. Да, вы знаете, интересно, я это название слышала уже давно, но еще пока что не слушала. Слышала именно по названию группу. Так, я вижу, что вы друг друга тут уже просто... Уже практически семья. Марта Серебрякова. Ага, народные песни. Хорошо. Федюнин. Ага, да. Федюнин – это Сонора, да, у нас получается, Дима? А меня Воршип разочаровала. Вероника Воршип, ну, давно ее не смотрела, честно говоря. Когда-то уроки вокала, когда шерстила, много видела у нее видео. Не знаю. У нее все вокальный дизайн, все, и вот это вот ее как такая фишка, да, что она говорит про вокальный дизайн именно. Мы это называем по-другому, фразировкой, да, профессиональные преподаватели вокала говорят про фразировку в песне, да, динамику. А Вероника нашла такое интересное для себя, как понятие, не знаю, вокальный дизайн, который она сама придумала, да, но по большому счету это фразировка. Так. Угу. Хорошо. Профессионально. Можно от «Ты супер»? Я уже, да, сказала, что можно оттолкнуться от «Ты супер». Угу. Так, сейчас дочитаю, ребята, чат и продолжу.
О, Диана Кант. Наверное, от слова канта, петь по-итальянски, да? Мгм. Так, ага. Ладно, ребят, в общем, вы продолжайте общаться в чате, да, а я, наверное, вот что. М, Понятно. Давайте я продолжу нашу часть контентную, да. Смотрите, что бы я сегодня хотела с вами. а, Что бы я сегодня с вами хотела обсудить? Вот напишите, ребята, мне сейчас в чате, может быть, отвлекитесь от ам, своих бесед, чуть-чуть вклиниться, да. А, Как вы думаете, почему я Орлеана? Почему я назвала себя на Ютубе именно таким именем? Почему Орлеана? Давайте вот так вот. Я сейчас вам даю вопрос, кидаю, да, а вы мне отвечаете, почему я Орлеана? Многие из вас уже знают, что это мое не настоящее имя, это мой псевдоним, да? Вот мне интересно, знаете ли вы, почему я Орлеана? Или если не знаете, то можете предположить. Ага. Ладно, пока вы мне еще не ответили, и просто если я дальше продолжу, то это уже будет не подсказка, а уже ответ на вопрос. Давайте, я сейчас прямо вот жду, отвечайте мне, почему я Орлеана. Ну, кстати, Александр, Орлеана абсолютно уникальное имя в Рутюбе. Ну, вообще согласна, да. Вы знаете, как я вообще придумала это имя? Это было очень смешно. Вот как бывает, что, наверное, песни приходят, талантливым исполнителям приходят песни, вот просто раз, и в голове зазвучала мелодия, какие-то слова. Я, к сожалению, писать песни не умею. Ну, даже если и умею, то это мне нужно просто сесть и, знаете, вот себя заставить что-то написать. А вот как у талантливых артистов прямо из души льются песни, которые просто вот садятся и пишут на бумаге, у меня так не получается, к сожалению. Вот. Но однажды, сидя на кухне со своей подружкой, я задумалась, какой бы мне придумать псевдоним? Ну, вы знаете, что на самом деле мое имя Мария, меня зовут Мария, да, и вы, кто подписаны, кто дружите со мной в ВКонтакте, то знаете, что я Мария, да, но мое имя в Ютубе Орлеана. Значит, как-то я сидела на кухне у своей подружки и перебирала имена. Мне важно было, чтобы имя отражало особую суть и смысл того, что я делаю. Вот давайте сейчас почитаю, что еще. Мгм. Я не знаю. Мгм. Так, Павел очень близко, да. Действительно, город такой во Франции есть. Кстати, мне один зритель из Франции писал уже по-моему, на английском языке, что вот мое имя очень похоже по звукам на то, что есть город во Франции, да, Орлеан. Так вот, это все очень близко, да. Смотрите, я сидела, перебирала, значит, у меня в голове. Я вспомнила однажды, что, мне моя преподавательница по фортепиано, когда я еще училась в колледже давно-давно, сказала такую вещь, что я похожа на Орнеллу Мути. Вот я не знаю, знаете такую актрису итальянскую Орнеллу Мути с Адриано Челентано? Ну, это, наверное, не знать ее, это ну, не то чтобы странно, но практически невозможно. Орнелла Мути, да, в одно время была просто суперзвездой, и сейчас, может быть, молодежь ее не знает, но, в общем, однажды мне моя преподавательница так сказала, и я, сидя вот на кухне, перебирала, думаю, имя Орнелла, что-то такое красивое, Орнелла. Потом у меня пришел в голову Новый Орлеан, ребята. Новый Орлеан– это город, он находится не во Франции, он находится в Америке, в штате Луизиана. В общем-то, Орлеана я потому что я решила оттолкнуться от этого города. А почему я и оттолкнулась именно от этого города, я вам расскажу так. М, Новый Орлеан– это родина чего? Конечно, Александр, ну вы просто зрите в корень. Столица джаза.
Все правильно, да. Вы раскусили, угадали, все прекрасно, да. Именно Новый Орлеан, столица джаза, именно там появился первый, можно сказать, стиль, родился джаз, да, в среде афроамериканцев, переселенцев из Западной Африки. В общем-то, конечно, события, которые сопутствовали появлению этого жанра музыки в истории, они не очень-то радужные, сколько вы знаете, да, что джаз родился в среде рабов, можно сказать, да, ну так оно и есть. И джаз – это такая музыка, где сейчас современный джаз – это уже сплав, конечно, всех культур, и европейской гармонии, африканских ритмов, и все, что это соединилось в Америке, да, вот эта американская чисто мюзикловская песенность, которая идет из корней именно уже, как сказать, истинно американских жителей, да, ну, это блюз, это если мы про блюз будем говорить. Так вот, я не буду вам пересказывать историю джаза, да, но тем не менее, чтобы вы хотя бы какие-то общие очертания, понимание, почему я выбрала себе такое имя, представляли, да, почему так. И очень рада, кстати, что вы сейчас прямо угадали, мне даже не пришлось это говорить. Да, джаз – самая любимая моя музыка, которая, наверное, с 17 лет, как только я поступила в музыкальный колледж, она со мной. И как только я узнала, что такое джаз, я уже просто не могла дальше. Для меня вся другая музыка, она была не настолько, наверное, интересна, как джазовая музыка. Я понимаю, что мы с вами на канале смотрим, ну, мы джаз не смотрим, мы смотрим известные песни, да, известных исполнителей, которые вот Дианы. Диана отчасти, возможно, где-то пела джаз. Надо посмотреть. Кстати, вот у нее песня была «Feeling Good» – это джазовый стандарт. Про джазовый стандарт я тоже вам сегодня, ребята, скажу, что такое джазовый стандарт. Будет, я думаю, что вам интересно будет узнать, да, если вы не знаете. Можете набрать сейчас в Гугле и узнать, что такое, набрать и прочитать, что такое джазовый стандарт, да. А я вам скажу уже со своей стороны. Так, значит, в общем-то, все правильно. Орнелла, Орлеан, и вообще в этом что-то есть такое целеустремленное, что созвучно с орлом. Поэтому вот эти вот 3 такие веточки, которые у меня в голове возникли, я просто сказала в какой-то момент «Орлеана». И моя подружка, которая стояла и мыла посуду, понимаете, она обернулась: «Орлеана? Это так интересно, круто, прямо бери вот это имя и все, и будь Орлеаной». И с того момента все, я везде назвалась Орлеана, и в Инстаграме тоже переименовала свой ник. И как-то уже, знаете, даже сжилась с этим образом, и моя мама уже спрашивает и говорит: ну, Маша, ну как там у тебя Орлеана-то? Как там у тебя Орлеана? Орлеана такой вот персонаж на Ютубе. Ладно, ребята. О, замечательно, Габриэль Бельмонт. Вы русскоязычный, я понимаю, да? Просто у вас ник такой вот не русский, поэтому я даже не знаю, как вас... Это Google переводчик, да? Это здорово, что вы увлекались, значит, вы сейчас прям целевая аудитория. Сейчас мы с вами будем кое-что делать. Прекрасно. Обедать под джаз – это супер. И ужинать можно, и завтракать. Я вообще делаю очень часто все. У меня фоном звучит джаз практически постоянно. Так, ребята, ну вот, в общем, я рассказала немножечко, капельку историю своего имени, да, почему Орлеана. Давайте теперь так. Сегодня у нас будет немножечко как урок, можно сказать, да, и давайте мы сегодня, вот я уже задала этот вопрос, узнаем, что такое джазовый стандарт. Напишите мне, ребята, в чате, как вы думаете, что такое джазовый стандарт? Слышали ли вы вообще такое словосочетание «джазовый стандарт»? Если слышали, то что это? Давайте будем сейчас вот прямо максимально интерактивно, да, я буду вас читать, и вы будете мне... И буду, соответственно, комментировать, да, все ваши ответы.
И по итогу, конечно же, расскажу то, что сама знаю и хочу вам сегодня рассказать. Пока пишете, я тут проверю, что у меня идет все по плану. Да, я вычеркиваю прямо все вещи, которые я хотела вам задать. Так. Пока пишите мне, да? Света, обязательно сейчас вот просто чтобы все отписались, кто сейчас есть в чате, да, и я обязательно скажу. Просто. Так. Новых исполнителей вы мне продолжайте кидать, если вдруг в голове что-то возникает. Так. Так, это я сказала. Вот, джазовый стандарт у нас. Следующее на повестке дня. Что такое джазовый стандарт? Так, ребята, ладно. Вижу, что у нас, видимо, вариантов нету, да? Смотрите, джазовый стандарт – это такое понятие, принятое у джазовых музыкантов, так же, как и джазовая тема. То есть джазовый стандарт равно джазовая тема. Так, что-то появилось. Словосочетание слышал, но не гуглю, не скажу. Может, это что-то связанное с правилами построения музыки. Отдаленно можно это привязать, но на самом деле все намного проще. Джазовый стандарт – это мелодия, которая была когда-то очень сильно популярна. Сейчас она, может быть, уже забыта в среде популярной музыки, но когда-то, там, 20-е, 30-е годы 20 века, а еще, и, может быть, и раньше, эта мелодия была очень популярна, и она, так скажем, стала невергрином. Невергрин, вроде знаете, что такое, да? Популярная песня, все правильно, Павел, да, это популярная песня, невергрин, то есть вечно зеленая музыка, которая будет, которая, как бы, так скажем, красота ее и работа, и свет этой музыки, он проверен временем. И эти песни, они вошли, вот эти мелодии, в сборник джазовых стандартов. И любой профессиональный джазовый музыкант имеет в своем репертуаре обязательно определенное количество джазовых стандартов. Ну, неопределенное, скорее неопределенное. Определенное – это когда мы конкретно говорим 100 или 200, да, неопределенное количество джазовых стандартов. И эти джазовые стандарты, как правило, профессиональные музыканты применяют на джемсейшенах. Джемсейшн, может быть, тоже слышали такое название. Это когда джазовые музыканты собираются в джаз-клубе и играют вместе, может быть, даже они друг друга не зная, но они знают эти песни, они собираются вместе и сразу сходу начинают играть вместе тему, потом импровизируют, потом снова делают тему. И, в общем-то, если кто-то побывал с вами на джазовых джемсейшенах, то напишите тоже, ребята, в чате. Уж Павел-то 100% побывал. Питер – это вообще джазовый город. Там, мне кажется, на каждом шагу есть джазовый клуб. Но, как минимум, я была в JFC, да, это один из самых популярных джазовых клубов в Питере. Вот, я думаю, что Питер был. Павел был там. Угу, отгадал, да, замечательно, Павел, вы совершенно правильно. Угу. Света, спасибо огромное. А мне, наоборот, кажется, понимаете, что я сейчас подбираю так странно слова. Ну, я, как скажем, у меня есть определенный план, по которому я вам говорю, да, но мне всегда интереснее формулировать вот прямо сходу мысль. То есть я знаю о чем-то, и мне вот интереснее подбирать слова прямо сейчас сходу, чем вот пытаться там что-то даже подготовиться и читать вам по бумажке, да. Ну, наверное, так никто и не делает на стримах, это было бы странно, но тем не менее, вот я прямо люблю немножко себе свой мозг так ломать. Вот. Дословный перевод как раз противоположный. Странно ведь. Дословный перевод имеете в виду стандарт? Стандарт? Ну, смотрите, у нас есть ГОСТы, да, ГОСТы – это тоже стандарты, государственные стандарты. Тут скорее такой, знаете, вот есть мелодия, которая была сочинена, которая либо была когда-то популярной песней, потом вошла в джазовый сборник, либо была сочинена уже профессиональным джазовым
инструменталистам, музыкантам, например, там Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер, Тhelonious Монк, Бенни Гудман, это еще раньше, Кол Портер, Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, ну кого я еще, да, сейчас в голове очень много имен, бывает такое, что много, а в итоге не можешь ничего вспомнить. Это, конечно, очень странно. Nevergreen, вечно никогда, Nevergreen. Никогда не зеленый имеете в виду? Nevergreen. Ну, дословный перевод. Вообще никогда зеленый. Кстати, я об этом не задумывалась, потому что Nevergreen, это же мы понимаем, что Nevergreen – это вечно зеленая музыка, которая всегда… Вечно зеленая – это как мой вот этот хромакей. Это вечно зеленая музыка. А почему вот именно такой Never? Действительно, это, кстати, интересно. Это интересно, я вообще не задумывалась. Never никогда не зеленый, да? Или никогда зеленый. В общем, ладно. Тем не менее, это все равно Nevergreen. Джазовый стандарт, джазовая тема. Джазовая тема равно джазовый стандарт. Джазовая тема – это та же самая мелодия. Тема, то есть мелодия, да? Как вот есть в классической музыке тема главной партии, тема побочной партии, например, там в сонатной форме, да, или в форме ронда, например, тема главная, и дальше вариации идут вот, на тему. Здесь у нас тема сама по себе мелодия. Так, ну ладно, сейчас я, по-моему, уже куда-то слишком далеко. Давайте так, сейчас еще прочитаю. Точно. А почему у меня Nevergreen? Может быть, я вас, кстати, да, сейчас, наверное, Evergreen. А у меня, знаете что, дайте-ка я посмотрю. У меня тут даже есть сборничек такой. Сейчас я буквально недавно наткнулась на определение, и у меня оно в голове засело. Да, вечно зеленый Evergreen. Да, да. Да, ребята, это моя ошибка. Ну, слава богу, что вы сейчас ее заметили, да. Не Nevergreen, а Evergreen. Evergreen, вечно зеленый, все правильно. Спасибо огромное, Александр. Я очень рада, что вы меня подловили. Потому что, да, я, видимо, как-то, знаете, бывает такое, что что-то читаешь. У меня вот, конечно, есть такая проблема, я могу прочитать, и что-то мимо глаз вот так меня проскочит, что это не never, а ever. Ну все, с этим, слава богу, разобрались. Так вот, ребята, джазовые стандарты, да? Слышали ли вы какой-нибудь джазовый стандарт? Ввела вас в заблуждение, сорян, я не хотела, да, но, в общем, ребята. Зато, знаете, как бы я все-таки верю в то, что на ошибках люди учатся, да, и теперь мы никогда об этом не забудем, вот никогда. Уже точно, да, если вдруг услышите такое слово странное, Nevergreen, скажите, что нет такого термина, потому что вот у нас был стрим, и мы разобрались в этом вопросе. Так вот, ребята, я вам сказала, что джазовый стандарт – это определенная песня, да, которая была популярна, либо сочинена джазовым композитором, либо это темы из мюзиклов, например, тоже, да, ну, опять же, популярные темы. Вот напишите так, кто уже осведомлен и кто знает про джазовые стандарты. Так, то сейчас я отвечу на ваш вопрос. Виктор, вижу ваш вопрос. Он немножко совершенно в другую сторону. Напишите мне, слышали ли вы какие-нибудь джазовые темы или джазовые песни, или джазовые стандарты, как я сейчас уже сказала. Напишите прямо название. Как правило, эти названия на английском языке всегда, ну, либо, может быть, вы знаете перевод, можете переводом написать. Да? Я хочу сегодня такую немножко просветительскую тему сделать. Просветить, может быть, в этой области, а может быть, пообщаться с теми, обменяться опытом. Да? Как вам Полина Гагарина как певица, Виктор? Мне очень нравится Полина Гагарина. Совершенно потрясающая певица, уникальная, тоже со своим голосом, со своими сильными данными. Не могу сказать, что я увлекаюсь ее творчеством, не могу сказать, что я слушаю Полину Гагарину. Нет, я Полину Гагарину не слушаю, вот как бы как вот музыку, да, но я слушаю ее, когда приходят заниматься ко мне ученики и хотят петь какие-то определенные ее песни, мы делаем, да, и я изучаю ее репертуар, но как бы я могу так сказать, что я слушаю в основном джазовую музыку и слушаю сейчас вот тех
артистов, которых разбираю на своем канале. Если, кстати, вы хотите, чтобы я сделала реакцию на какое-то новое выступление Полины Гагариной, я тоже буду рада. Поэтому, если у вас есть такой запрос, кстати, напишите, ребят, я бы сделала даже реакцию на Полину Гагарину. Я джаз далека, но я знаю, что это стиль, что этот стиль король импровизации. Да, все верно, да, это именно про импровизацию, все правильно говорите, Светлана, да. Без джаза, вернее, без импровизации нету джаза, потому что джаз – это абсолютно импровизационная музыка. И я могу вам так сказать, что… Ага, but not for me. Ага, Павел, здоровско, да, хорошая тема это, да. Кстати, она не настолько, знаете, не настолько популярна, от тех, которые я вот сегодня вам хочу привести в пример. Ну, прям здорово, что вы знаете эту тему, круто. Так, значит, и джаз, да, не может быть без импровизации. И вообще зачем, как строится джазовая композиция? Вот у нас собрались музыканты, они знают все джазовый стандарт или джазовую тему, они начинают ее играть в определенной тональности, играют эту мелодию, и дальше что происходит? Дальше каждый инструменталист или каждый солист, ну, может, барабанщик не будет солировать, да, но пианист, гитарист, даже басист, саксофонист, трубач будут играть импровизацию на квадрат. Есть форма в джазовом произведении общепринятая, это форма квадрата, да, ААБА, АБА, АБАЦ, и там много разных вариаций, но основная форма это ААБА. И вот каждый инструменталист, каждый солист играет эту тему. Господи, сначала все играют тему, а дальше каждый начинает по квадрату импровизировать. Инструменталисты могут также импровизировать и на полквадрата, например, на первую часть, а на вторую часть импровизируют другие инструменталисты. В общем-то, за темой следует импровизация по очереди, и в самом конце также звучит тема. Когда уже все отыграли свои импровизации, в конце снова звучит тема. Как правило, она немножечко видоизменяется, а может быть даже и очень множечко. Она может измениться и ритмически, и мелодически, и фактурно даже как-то измениться. Но тем не менее в конце принято всегда играть тему. Джазовая композиция не может закончиться импровизацией. Всегда в конце есть тема. Ну, нет, конечно, есть разные стили, и, возможно, на импровизации тоже можно закончить, но по правилам в конце также звучит тема, и в конце кода, да, завершающий какой-то отрезок, который уже подводит, в общем-то, к концу, да, к самой тонике произведения. Да. Так, сейчас. О, in a sentimental mood, прекрасно. Павел, да вы джазовый человек, я смотрю. Конечно, Дюк Эллингтон. Я обожаю, кстати, эту тему. Это такая баллада очень классная. Обожаю, да. Здорово, Павел. Это, ну, было бы, знаете, было бы, наверное, вот я говорю, что я бы удивилась, если бы вы, живя в Петербурге, не знали бы джазовых тем, потому что Питер – это, наверное, самый джазовый город в России. Вот самый джазовый город – это Питер, вот сколько я понимаю. В Москве тоже много джазовых клубов. Я сама, и когда только-только приехала в Москву, помню, что обивала пороги этих джаз-клубов и везде старалась спеть что-то, как-то там познакомиться с музыкантами, как-то обменяться опытом. Вот. И, конечно, но тем не менее, все равно Москва не такой джазовый город, как Питер. Я вот Питер за это обожаю. Армстронг, бог импровизации. Верно, Виктор, да, точно. Армстронг вообще это тот человек, с которого, можно сказать, началась вокальная импровизация, да, скэт. Если слышали такое понятие скэт, это импровизация пения на слог, без слов. Это, в общем-то, придумал у нас трубач Луи Армстронг. Ну, разные там есть версии, как он вышел петь на скэт. Вообще просто как принято говорить, что скэт – это подражание музыкальным звукам инструмента, да, то есть как будто бы мы поем как инструмент, играем как там труба, либо саксофон, флейта и так далее.
Грей. Это что такое? Посмотрите, Грай в объятиях Мары. Ага. Руслан, это интересно, но это что, фильм такой? О, здорово, Павел. А сейчас почему не увлекаетесь? Так, точку поставили, так, раньше увлекался, а сейчас вот нет. Ну, нет, я продолжила сама. Просто вот эта точка прямо такая, раньше увлекался. Ариана, вы сейчас поете. Вот в данный момент, вообще, как началась пандемия, я не пою. Я почему, собственно, начала заниматься YouTube-каналом, потому что мне от нечего делать было. Ну, у меня до этого уже был канал сделан, но я его никаким образом не шевелила. Вот. А с пандемией я просто начала думать, что бы мне такое интересное творческое делать, чтобы вот совсем не расстраиваться из-за этой всей пандемии. Поэтому вот с начала пандемии я уже не пела, да. Вот. Поэтому сейчас только преподаю, делаю YouTube-канал, но очень надеюсь, что в скором времени у нас нормализуется ситуация, и я наконец-то смогу петь, да, выступать с музыкантами и выкладывать на канал даже какие-то свои выступления, чтобы вы тоже смотрели. Так, Руслан, что это такое? Кстати, я вам сегодня, ребята, спою. Да, вот мы сейчас говорим про джазовые стандарты. Я хочу вам... Песня, да, такая? Ладно, хорошо, ребята, у меня чат сохранится, я все потом еще прошерстю, какие я там песни для себя выпишу, да, и все послушаю обязательно. И в контент-план внесу ваши предложения. Так, из наших снег идет. Кстати, да, снег идет. Ну, я бы не могу сказать, что она вот прямо джазовый стандарт, то есть ее нет в сборнике, естественно. Но сборники, опять же, это американские, да, это англоязычные. Вот. Но эту песню можно сказать, что да, ее можно очень классно джазово сделать. Сейчас Алиса. Павел прекрасно нас понимает. На все невозможно выделить время, конечно. И надо и работать, и время с семьей провести, и учиться чему-то новому, и развлекаться успевать, да, и как бы все, конечно, не охватить. Ну, согласна. Но у нас, благо, есть такая возможность. Мы в современном мире живем, и мы можем везде чуть-чуть, по чуть-чуть брать. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И вроде бы такое достаточно гармоничное получается, да, существование. Это мне тоже очень нравится, что у нас сейчас большой выбор, чем заниматься. Света, Гибралтар. Но это не джазовый стандарт. Ладно, хорошо. Давайте так, ребят, смотрите. Давайте мы сейчас вот что сделаем. Вот я хочу вам предложить сегодня спеть вместе песню известную, которую вы знаете, которую пела Диана на канале, я разбирала ее, и мы ее с вами вместе споем обязательно. Но перед тем, чтобы ее спеть, давайте мы, наверное, сделаем распевочку вместе со мной. Распевочка будет очень простая на лип-ролл. Мы с вами вот так вот споем. Потом я покажу вам один джазовый стандарт, который является одним из самых популярных, наверное, среди джазовых музыкантов. Но это, так скажем, уже даже попса джазовая, да, потому что есть джазовые стандарты, которые не часто исполняются, а есть такие, которые уже прям вот заезженные, вот прям уже попса, да. Вот вы можете не знать эту песню, если вы не слушаете джаз, но среди джазовых музыкантов это вот прям песня попса. Так вот, один из таких стандартов мы сегодня с вами посмотрим. Сейчас споем, я вам спою, а вы попробуете его также поучаствовать, также попеть. Может быть, даже потом найдете варианты у других исполнителей, как другие исполняют, да, это произведение. Давайте мы сейчас вот что, да, распоемся. Сейчас я прекратю нашу фоновую музычку и включу распевку. А вы давайте вместе со мной откладываем чаек, давайте будем буквально одну распевочку, да, вместе со мной. Потому что мы сегодня споем с вами еще в самом конце песенку обязательно. Так, вот такая вот из Энн Пекхэм у нас будет распевочка. Повторяем за мной.
поем. Так. Можно делать на У, а можно делать на Р продолжать. Или на Р. Я буду на Р. Вот такая вот интересная распевочка. Наверное, вы там все... Я вижу уже ваши смайлики, уже вижу. Да, это у нас такая есть распевка в вокальной технике. Она очень важна, очень нужная. И всегда я ее применяю со всеми учениками. Ну, разные вариации, да, конечно же. Сама специфика вот эта вот lip roll называется, или трель губами. А, Я надеюсь, что вы успели немножечко распеться, да? Так, я не знала, что дети в 2 года распеваются. Руслана, вы хотите сказать, что вам 2 года, и вы распеваетесь, да? Или я что-то я не очень поняла. Ну, может быть, у вас ребенок сидит у монитора и тоже распевается. Это прекрасно, да. Эту распевочку можно петь абсолютно всем. Мужчины поют на октаву ниже, женщины октаву выше, да, как комфортно. Так, ну вот, ребят, смотрите, давайте я вам уже, наверное, хватит томить, да, расскажу про песню, которую хочу сегодня для вас исполнить, да, а вы мне напишите, знаете вы ее или нет. Даже я так могу. Прекрасно, прекрасно. Продолжайте заниматься вокалом, это замечательно. Песня называется «Fly Me to the Moon», джазовый стандарт. Пьеса, написанная Бартом Говардом в 1954 году. Первоначально она называлась «In Other Words», иначе говоря, да? Но позже название было изменено на «Fly Me to the Moon», «Лети меня на Луну», если дословно. Она стала очень популярной песней, и многие знают таких артистов, как Фрэнк Синатра и Нат Кинг Кол, только по исполнению ими этой мелодии. Фрэнк Синатра записал эту песню в 1964 году специально для космонавтов на орбитальных миссиях «Аполлон-10» и «Аполлон-11». Вот такой вот вам небольшой экскурс в историю создания и в историю вообще этой песни. Да? Песня самая популярная, одна из самых популярных. Давайте я сейчас хочу вам исполнить ее в аранжировке Джули Лондон. Надеюсь, у меня получится, что-то я волнуюсь. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. А сейчас, ребята, будет improvisation. Пожалуйста,
Пробуйте вместе со мной на слог импровизируем. Коллективная импровизация. Фа-ди, па-ди-да-па, ба-ба-и-да-ди-ди-да, ба-ба-ба-ба-би-ди-да, ба-ба-ди-ди-ди-ди-да, ба-ба-ба-да-ди-ди-да, фа-ди-ди-да-ди-да, ди-ба-ду-ди-ди-да, ва-па-да-ди-ди-да-ду-ду-па-па, ди-ди-ди-ди. Ba-di-di-di-di-da-do-bo-ba-ba-da, fa-do-di-di-da, ba-ba-yu-da-bi-di-di-di-da, bo-ba-da-da-di-da, da-di-di-di-di-da, ba-ba-ba-ba-da-di-di-da-do-bo-ba, fa-di-da-do-di-da, ba-bo-di-da, da-di-da-do-di-da. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you. I love you. Вот такая штука, ребят. Так, сейчас я зайду в чат. Сейчас зайду в чат, ребята. Так, у меня тут пошел какой-то минус. Так, ну что, я, конечно, очень сильно волновалась, и горло у меня пересохло. Это, конечно, кошмарно, какой-то ужас. Так, сейчас. Так, что-то я, видимо, тут очень много уже пропустила. Ладно. Так, вижу. Павел, поздравляю вашу дочь с днем рождения. Прекрасно, прекрасно. Хорошо, что она так пела и импровизировала. Да, Света, я рада за вас, что вы тоже это поете и делаете. Это очень полезно. Так. Ага. Да, джаз и блюз, ребята. Да, мне писали, конечно, что я попробую как-нибудь сделать такой стрим. Я пока не понимаю, каким образом вообще это можно сделать. Запустить прямо видео и его смотреть, да, и реагировать. Я сейчас пока эту тему хочу изучить. Мне на это нужно время, чтобы понять, как это технически делается. Так, обязательно Алису Супронову буду делать, продолжать, да. Ребят, спасибо большое. Так вот, я вам сейчас исполнила композицию в аранжировке Джули Лондон. Это такая джазовая певица известная, тоже в свое время, да. И джазовые стандарты, ребята, отличаются тем от обычных песен, что каждый джазовый исполнитель может исполнить песню по-своему. Вот давайте я сейчас с вами для сравнения, даже до конца допевать не буду, да, просто включу другую аранжировку Астрид Джилберту, как спела эту песню, там немножко в другой тональности, и вы обратите внимание, что песня может звучать совершенно по-другому. Все зависит от аранжировки, от интерпретации, от конкретного исполнителя. Ну, в данном случае исполнитель не поменялся, но аранжировка уже перенесет меня на другую волну, да, на другое настроение. Давайте попробуем. Попробуем. Босановочка. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. In other words... Опа, все. 9 часов прозвучало. Сорян. In other words, I love you. Видите, пошла импровизировать труба. Так, ребята, ладно, у нас, я, к сожалению, знаете, что еще хотела сказать? Вот я всегда, у меня так всегда получается, вот я хочу ужаться в определенное какое-то количество минут время, а в итоге понимаю, что я не могу уложиться, вот не могу, я все время куда-то мыслями отвлекаюсь, что-то договариваю, какие-то вещи комментирую, в общем, не успеваем сегодня. Ну ладно, тем не менее, понимаете, да, что теперь сегодня наш стрим, он такой немножечко образовательный. И сегодня вы узнали, что такое джазовый стандарт. И знаете, что джазовые стандарты – это песни, которые знают профессиональные джазовые музыканты, исполняют каждый по-своему, пишут свои аранжировки и совершенно спокойно используют эти песни, потому что, так скажем, эти песни уже являются общественным достоянием, как музыка, например, Баха, либо Моцарта, либо еще других замечательных композиторов, классиков. Да? Это уже тоже такие песни, которые могут петь абсолютно все. Что касается произведений, которые пишутся сейчас или написались там еще даже 50 лет назад, они имеют свои авторские права. И вот с этим могут быть сложности, да, почему даже какие-то вот видео блокируют на Ютубе, да, потому что есть авторские права. Так вот, джазовые стандарты, на них уже авторские права не распространяются. И это очень радует джазовых музыкантов, да. Так. Так, ребята, спасибо огромное. Света, да, музыку погромче. Единственное, что, видите, я сейчас дома нахожусь, да, и уже 9 часов я уже не могу так громко музыку ставить, поэтому я так решила все-таки, в общем, убрать ее, да, сейчас уже не петь. Вот, ребята, знаете, что я еще хотела сделать? Спасибо вам огромное за похвалу, за комментарии. Я надеюсь, что пандемия закончится, и я все-таки продолжу свою творческую деятельность и на сцене, и буду выкладывать, помимо всего прочего, еще и свои выступления, и вы будете также смотреть и комментировать, да, мои джазовые начинания, продолжание и, в общем-то, и не за такие шаг. Спасибо огромное, спасибо, очень приятно. Да, у меня голос низкий, меня определял всегда мой преподаватель не как контральто, а как драматическая меццо-сопрано. Это, знаете, такая, вот есть контральто, самый низкий женский голос, да, и есть чуть-чуть повыше ступенечкой по тесситуре. Это меццо-сопрано, драм-меццо-сопрано, драматическая меццо-сопрано. Есть еще лирическая меццо-сопрано, да, у меня драматическая. То есть у меня очень близко к контральто, но еще не контральто. Вот таким вот образом. Это так, чтобы тоже вам в экскурс вокальный немножко введение, да. Так вот, ребят, давайте, знаете что, я хотела бы подвести нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное. Так, все, мне не надо больше в чат смотреть, я сейчас буду отвлекаться и так и не закончу свою мысль. Давайте мы сейчас, ребята, споем песню, которую вы все хорошо знаете. Я постараюсь тихонечко поставить музыку, надеюсь, мне не постучат. И мы с вами споем песню, которую пела Диана. Называется она «Wicked Game». Вы ее все прекрасно знаете. И давайте сейчас, вот мы не зря же с вами сейчас распевались, да? Давайте мы споем эту песню. Я открою для себя, буду в слова тут подглядывать еще. Вот. И давайте вот на этой
прекрасной ноте будем подводить итоги нашей беседы. Я, конечно, еще хотела бы поотвечать на ваши вопросы. Видимо, все-таки не получится у нас сегодня. Мы уже не успели в час уместиться, но тем не менее, я бы поотвечала еще на ваши вопросы, если они у вас возникли, например, да, какие-то. Давайте споем сейчас Wicked Game. Я включаю музыку очень тихонечко, да, но постараюсь. Так, поставлю колоночку поближе. Поем все вместе. Я пою, но так вот аккуратненько, да, и вы слушаете себя еще. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I am somebody like you. And I never dreamed that I was somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Вы там поете, ребят? No, I don't wanna fall in love with you. Давайте сейчас еще чуть-чуть продолжим. With you. What wicked game you play to make me feel this way? What wicked thing to do to let me dream of you? What wicked thing to say? You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Так. Ага. Ребята, сейчас, секундочку. Выключаю нашу музыку. Вот жалко, конечно. Хотелось, чтобы у нас было побольше сегодня музыки, но я, видимо, очень сильно растянула вступительную часть. Очень долго мы с вами такую теорию обсуждали, но я думаю, что это все равно было вам полезно, да, интересно. Ну, я надеюсь, да, вы сейчас мне отпишитесь, как вам вообще кажется, было ли полезно, стоит ли нам вообще в таком формате проводить дальше наши встречи, стримы, либо, может быть, переформатироваться и все-таки побыстрее мне начать изучать, изучить тему, как можно прямо сразу же смотреть видео в трансляции, да, подключать программы определенные. Я просто боюсь, что у меня софт не потянет, что, может быть, у меня даже мой компьютер, вот этот, который у меня сейчас есть, да, может быть, он не потянет, поэтому мне придется какие-то дополнительные оборудования, приспособления придумывать. Вот. Ребят, давайте так, сейчас смотрю. Я не могу петь. Павел, наверное, уже просто у вас поздно, да, сейчас, скорее всего, поэтому вы не можете петь. Ну, согласна, что, конечно, время уже, если дома находитесь, уже дети спят, да, я понимаю прекрасно, не пойте, не пойте. Так, мгм. Спасибо огромное, Руслан, очень приятно, очень приятный комментарий. Давайте так, вот мы сейчас подводим итог нашей сегодняшней встречи. Напишите в чате, было ли вам интересно и полезно. Вижу уже ответ Александра, стоит проводить, конечно. Какие у вас, может быть, есть пожелания? Может быть, какие еще форматы
наших прямых трансляций могут быть. Я понимаю, что смотреть видео в реальном времени, то есть реагировать, да, на какие-то видео в реальном времени, мне надо с техникой разобраться, как это делать. А какие еще могут быть? Сложно советовать, у вас очень маленькая аудитория пока. Ну, согласна, да, аудитория маленькая. Но зато какая, да? Маленькая, но зато удаленькая. Хорошо. Света, раз в неделю нужно живое общение. Вообще соглашусь, да, с вами соглашусь, что живое общение. И если вам интересно, и если вы хотите вообще вот так вот, да, то это нужно добавлять, наверное, еще один день стрима. То есть понедельник, четверг у нас видео, реакция, и какой-то еще день нужно придумать для стрима, который... Сейчас я просто так вот решила экспериментально провести, да, посмотреть вообще, что получится. Получится ли вообще у меня провести стрим. И если будет все окей и дальше захочется, то тогда вводить его как дополнительную опцию в какой-то другой день, чтобы не мешать с реакциями, да. Так, подтянет, требования невысокие, дети в деревне у тещи. Петь я не могу, раньше мог, теперь нет. Ну, что-то, наверное, случилось, Павел. Почему не можете сейчас петь? Напишите в чате. Габриэль. Габриэль, да? Вас так называть буду. Если вы не напишите свое русское имя, буду называть вас Габриэль. Хорошо, я согласна, что просто буду продолжать то, что делаю. В принципе, мне нравится то, что происходит, что я делаю, и вообще кайфую. Такая медитация для меня, даже монтаж видео, если честно. Вот, Света, мне тоже интересно, Павел, что случилось? Почему вы раньше пели, а сейчас не поете? Что-то с голосом произошло, неправильно пели, что? Ребят, давайте так еще. В общем, спасибо вам всем огромное за то, что вы сегодня посетили мою трансляцию. Да, для меня это очень важно. Я рада, что нам удалось с вами сегодня пообщаться. И какие, может быть, у вас есть вопросы? Может быть, вы что-то не поняли, может быть, что-то еще стоит обсудить. Вот давайте буквально еще минуток так 5-10 мы с вами вот пообщаемся и будем завершать. Александра, это, конечно, интересно. Преподаватели делают 3 раза в неделю эфира. Хорошо, это интересно, но как же успевать быть преподавателем? Надо подумать. Ну, в общем-то, для меня даже видео 2 раза в неделю – это такая большая работа, учитывая то, что я делаю все сама. И если еще дополнительно делать эфир 3 раза в неделю, это, конечно, прям уже сильно. А, мгм. Павел, понятно, понятно. Ну, у вас, да, у вас, конечно, сложная работа. Я, конечно, вообще вот восторгаюсь такими людьми, с такой профессией, как вы, Павел, да, с такой опасной для жизни. Ну, в общем-то, это просто потрясающе, что у нас а, есть такие мужчины, которые работают в очень сложной сфере. Даже не знаю, правильно ли я говорю, да, в отрасли. А, В общем, не буду раскрывать всех секретов, да. Ну, я думаю, что, наверное, люди, которые сейчас в чате находятся, Павла знают, да. И поняла вас, поняла. О, Руслан, это, кстати, интересная идея. Предложить зрителям присылать свои короткие каверы на половину песни и указывать. Кстати, да, это же я могу сделать в чате, да, в сообществе. В принципе, это хорошая идея, Руслан, прямо вау. Респект. Я запомню эту идею, даже сейчас прям себе на бумажечке отмечу, запишу, что это надо использовать. Присылать каверы. Кстати, вот все, кто в чате сейчас находится, кто поющий, присылайте мне уже сейчас. Вы можете прислать мне ссылочку в Инстаграм, и в Инстаграме буду видео находить, да, и
в общем-то, могу смотреть. В общем, давайте так, просто пока оттолкнемся от того, что вы присылаете мне свои каверы, и я их э, разбираю прямо на канале, да, и, в общем-то, вы получаете обратную связь, и другие зрители просто смотрят на как учатся на ошибках других, так скажем, да. Тоже очень полезно. Спасибо огромное, Руслан, классная идея. И дома в караоке я нам пою. Ага, Света, здорово. Кстати, Габриэль, вот это интересный вопрос у вас, да. В чем разница между джазом и блюзом? Разница именно в построении, в гармоническом построении. Есть такое понятие, как блюзовый квадрат. Там четкая последовательность идет ступеней. И, ну вот если брать архаический блюз, есть архаический, классический, современный, да. Так вот, если брать архаический блюз, в общем, ладно, давайте. Это будет тема для следующего стрима. Я поняла ваш вопрос. Ам, м, Надо много слушать, послушать, вот прямо много найти произведений блюзовых и потом джазовых, да. В блюзе строгая определенная последовательность гармонии одна за другой, последовательность ступеней. В джазе нет. В джазе построение гармоническое абсолютно свободное. В общем, тут все с гармонией связано. Спасибо, тоже хорошая идея, да, разница между блюзом и джазом, кстати. Между блюзом и джазом. Так, люди, да, Павел, да, согласны тоже. Руслан, отлично, не запатентовали. Авторские права пока не распространяются, пользуйтесь, да? Да, согласна. Павел, ам, ребята, вот Света, Павел, Вячеслава почему-то сегодня не вижу, Александр. Я вас уже, вот знаете, запомнила, мне кажется, я вас уже знаю как людей, вот как по-настоящему вас знаю, потому что вы меня постоянно поддерживаете, мои видео, все время вижу ваши комментарии, стараюсь максимально отвечать на все комментарии. Ну вот, может, конечно, какие-то комментарии от меня уплывают, но я стараюсь по максимуму всегда. Спасибо вам огромное за поддержку. Это прямо очень мне это важно, что и вам интересно, и полезно, и мне это интересно от того, что есть круг лиц, которым это интересно, да. Я надеюсь, что наша семья, так скажем, будет разрастаться, да, Габриэль? Габриэль, приходите тоже, да, я вас тоже уже запоминаю. Если бы у вас было русское имя, вот здесь написано, я бы вас запомнила прям сразу. Вот, как Павел запомнила, Свету запомнила, Вячеслава, которого сегодня нет. Руслан, спасибо большое. Тоже приходите почаще к нам и на реакции, и на стримы. Буду всегда очень рада общаться с вами в чате. Спасибо вам огромное, что поддерживаете. И давайте так, я подумаю насчет, как бы нам вплести стрим, например, хотя бы раз в неделю, в какой день. Я так больше предполагаю, что, скорее всего, это будет суббота, скорее всего. Но если м, будут какие-то препятствия этому, да, я подумаю, какой можно еще день выделить для стрима. Самат прогуливает, да, да, согласна. Главное, пришел, отметился, да, что привет всем, ушел. У него, наверное, просто уже поздно. У него поздно, то есть сейчас по Москве 21:18, соответственно, там на 3 часа, наверное, разница, да, и, значит, уже первый час ночи, поэтому вряд ли. Ну, ничего страшного, я надеюсь, что Самат посмотрит в записи и тоже все, что мы сегодня с вами обсудили, все, что узнали нового, тоже узнает и будет доволен. Хорошо. Точно. Да, не в субботу. Значит, пока не в субботу. Да, там у нас шоу-мазгон, значит, не в субботу, ребята. Не переживайте, я подумаю, да, может быть, тогда среда. Надо, короче говоря, нужно какую-то золотую серединку найти где-то вот, да? Или выходные однозначно. Ну, мгм. Так.
Ага. Павел, когда впервые зашел. А мне кажется, вы раньше были. Мне кажется, вы у меня раньше были на канале. Никогда. Потому что 2500 подписчиков это было совсем недавно. Мне кажется, вы меня уже давно поддерживаете. Хорошо, хорошо, ребята. Ну, давайте подумаем. Может быть, пятница вечер, да? То есть у нас пройдут понедельник, четверг реакции, а в пятницу мы с вами еще и обсудим эти реакции за неделю. Кстати, хорошая идея, хорошая идея. Ну ладно, в общем, давайте так, будем с вами завершать. И, как я сказала, не удалось мне в 1 час это все уместить. Ну, я думаю, что у нас с вами сегодня так душевненько получилось, да. Кстати, еще напишите, ребят, вот что. Как по картинке в плане света? Я понимаю, что зеленый экран, ну, не так, скажем, какая-то прям супер-вау красота, но что поделать. Вообще вот по свету нормально было? Не было какого-то ощущения, что засвеченное лицо у меня слишком или наоборот слишком темно? Вот отпишитесь, пожалуйста. Пятница норм, пятница вечер, да, хорошая идея. Давайте, давайте. Хорошо, я тогда запишу. Как раз конец недели, да, отдыхаем, смотрим, обсуждаем реакции и учимся чему-то новенькому по джазу. Зеленый экран ужасно. Ну, ладно, хорошо, так уж и говорили. Что-нибудь я придумаю с этим зеленым экраном. Может быть, да, что-то я либо тут какой-то другой экран повешу красивенький, да, по цвету. Наверное, нужно сделать, светлый экран, да, наверное, лучше сделаю светлый экран какой-то, а сама буду одеваться, наоборот, в что-то в темное. Так. Ага, значит, свет немножко подальше, по свету нормально. Кто-то, Александр пишет, по свету нормально. Так, Габриэль пишет, прямо в лампу. Значит, ну, я согласна, что, может быть, чуть-чуть подальше тогда лампу поставлю. Мгм. Света вижу, да. По свету и по звуку норм. Ну, в общем, я поняла, что чуть-чуть все-таки засвечивается, да. Капельку подальше в следующий раз поставлю и придумаю что-нибудь с зеленым экраном. Ну ладно, пусть будет так, ребята, что у нас сегодня как такой первый созвон, живой созвон, и ну, хотя бы узнали, что, что у меня работает вместо моего фона постоянно, да. Вот. В следующий раз уже подготовлюсь, что-то такое интересное сделаю, какой-то светлый экран, светлый фон специально для стримов. Вот. Вот таким вот образом будет. Все, ребята, я рада была вас сегодня всех видеть. Спасибо огромное вам за поддержку. Я рада, что вам понравилась тема джаза, потому что я сама не переставаю эту тему углубляться и любить, и очень рада, что у вас возник вопрос такой, в чем разница между блюзом и джазом. И давайте вот как раз-таки на следующем стриме мы с вами этот вопрос обсудим. Чем блюз отличается от джаза? Я даже подготовлю вам треки, подготовлю такую немножко, ну как не раздатку, да, а такие прям плакатики, где буду вам объяснять разницу, и вы будете уже после этого стрима точно знать разницу между блюзом и джазом. Павел, спасибо. Ага, в очках, да, очки. Да, я бы, конечно, была очень рада быть не в очках, но придется тогда вот так вот присматриваться. Хотя, с другой стороны, я сейчас тренирую зрение, чтобы его восстанавливать и не носить очки. Ну, я очки вообще не ношу в жизни, я просто одеваю их для компьютера и, ну, там какие-то такие вот вещи, да. Стараюсь в жизни не носить очки, потому что они у меня очень сильно садят зрение. Так. С праздником Казанской иконы всех. Павел, спасибо большое. Всех с праздником. Всех с праздником. Поздравляю тоже. Ага. Руслан, спасибо. Спасибо, Лена. Ну, вот теперь вы знаете, да, что на самом деле я Мария, но на Ютубе давайте я буду продолжать быть Орлеаной. И мне кажется, это такое вот... Все-таки уже 2 года я с этим псевдонимом существую, и как-то с ним уже срослась, и мне нравится, и рада, что вам тоже оно нравится. С праздником, с праздником. Ну, кстати, да, Габриэль, могу с телефона, да, согласна, что... В общем, тоже надо с этим разобраться. Так, а где я? А где я?
Это получается, я захожу я просто захожу на канал. Давайте сейчас я вот тогда так сделаю. Прям проверю, что вот в реальном режиме, в реальном времени это работает. Зайду на канал. Так. И проверю, что в следующий час могу просто на телефоне смотреть комментарии. Да, это, кстати, хорошая заметка. Габриэль, я чувствую, вы меня прям вообще поднатаскаете по вот этим всем техническим вопросам. И так, сейчас. Так, все вижу, все. С праздником. Света, я молчу, Лена. Все хорошо. Ребята, в общем, я очень рада, что мы с вами пообщались. Всем давайте доброй ночи, всех с праздником, всем хороших выходных, продолжения выходных, да, у нас, несмотря на то, что вроде грустное, то, что вот это все локдаун, все закрыто, но тем не менее у нас есть возможность отдохнуть, побыть с семьей, побыть наедине со своими мыслями, чему-то новому поучиться в тишине. И я желаю вам приятных выходных. И теперь уже до понедельника. Посмотрите в субботу обязательно шоу «Мозгон». Я тоже посмотрю, а потом запишу реакцию на второй просмотр. Как я уже один раз это делала, и, в принципе, получилось все то же самое хорошо. Давайте последний комментарий прочитаю. Можно на экран вывести. Спасибо огромное. Все, ребята, всех люблю, всех обнимаю. И давайте до скорых следующих стримов, следующих наших встреч. В чате всегда общаюсь с вами, когда реакцию смотрим, да. Всех жду. И хороших выходных, как я уже сказала. Наверное, на этой прекрасной фразе, на этом прекрасном настроении закончим с вами этот стрим. Все. Всех обнимаю и до скорого. Все, ребят, пока-пока. Я сейчас еще дочитаю чат, но уже отключаюсь. Пока-пока. Всем пока-пока. Смайлики пошли. Все, до скорого. Отключаюсь. Всем пока.